началось сумбурно наше утро. Хотели на метро доехать до центра, но, как оказалось, не работает красная ветка метро в сторону центра. Поэтому сейчас едем на такси. Hola. Plaza de Mayo. Сели в такси, оно задымилось. Кажется, сегодня не наш день. Окей. Из-за того, что метро не работает, на автобусы большая очередь, такси свободных тоже мало. Вот мы так быстренько сейчас заскочили, думали, о, как хорошо, быстро сели. А оно вот взяло и задымилось. Бывает. Попробуем найти другую машину. Почему не работает метро, я точно не знаю, но, скорее всего, это забастовка какая-то очередная. Это красная ветка, получается, в одну сторону поезда едут из центра, а вот в центр, куда нам нужно было, поезда не едут. Пытались сесть на автобус, не получилось, пытались поймать такси, не получилось, поэтому едем домой, меняем маршрут. Ну ладно, ничего. Все-таки сели мы в автобус, но поехали не в сторону центра, как изначально планировали, а в сторону дома. Потому что очень были переполненные автобусы. Да и вообще мы так поняли, что особо нам и не нужно туда. Отправляемся мы гулять ближе к своему дому, к своему району. Это Виша Креспо и Альмагро, где-то вот между этими районами. Вообще, когда мы искали тут жилье, мы думали, что здесь всего два приличных района, это Палермо и Бельграно. Но вот чем больше мы гуляем здесь, смотрим окрестности, тем больше понимаем, что приличных районов очень много. А чтобы найти какие-то трущобы, нужно прям постараться. Стоят контейнеры для раздельного сбора мусора. Такой симпатичный дом. С этой стороны тоже красиво. И здесь вот тоже. С одной стороны старый дом, а с другой стороны прям новое здание многоэтажное. В некоторых домах звонки в квартиры выносят вот такой отдельной тумбой. Все с позолотой, очень нарядно смотрится. Сейчас, когда весна наступила, все как расцвело, все зеленое. Намного стало конечно, приятнее. Ну, вообще замечательный район. Овощи, пожалуйста. Мы приближаемся к парку. Здесь, оказывается, проходит большая ферия. Сейчас посмотрим, что тут продают, покупают. Ну так это, скорее всего, больше к барахолке относится. Похоже на чилийскую барахолку. Да, прикольно, сковородки. Кофейник. Кофейник, кстати, бы нам не помешал. Это не то место, в которое мы хотели попасть. Мы хотели в другой парк. Поэтому выходим за барахолки и попытаемся зайти в другой парк. Хотя, что попытаемся, зайдем, да и все. Такая интересная здесь машина стоит старая. Сегодня автобус, который, видимо, живет чувак, который продает свои товары тоже. Ой, какая мыльница смешная. Может, и имеет смысл? Нет, я не буду спускаться. Вообще да. Есть
Икея, неплохой, кажется, такой деревянный. Карты, мелочевки какие-то. Мы решили не поддаваться соблазну. Все-таки у нас такой стиль жизни минимализм. Какая красота. Красиво цветут эти деревья. Ой, паранская сосна моя любимая. Так вблизи выглядит этот цветочек. Хакаранда или хакаранда называется дерево. Очень красиво. Я вообще, когда первый раз увидела это на фотографиях, думала, это фотошоп, кто-то фотошопит фотографии. Мы дошли до парка. Вот его название Центенарио. Здесь зелень, фонтан, собаки резвятся. Эти голуби не испугливы. Вот какая там храбрая мама-утка защищает своих утят от собаки. Нашипела, выплыла. Это все ворчат. Вообще классный парк, конечно. Так прохладно здесь сразу у воды. Прям сильно отличается температура. Шикарные птицы, уточки, утята, голуби. Все, кто хочет. Карпы эти. Интересно так. Еще бы капибар сюда запустили, вообще был бы огонь. Здесь тоже занимаются спортом. Что интересно. Лежачий, наверное, для спины очень хорошо. Тут можно воду набрать, вроде даже как она питьевая, чистая. Там вот туалеты есть. Там пенсионерам меряют давление. Здесь детская площадка. Очень-очень классный парк. Он небольшой. Пальмы, все. Мы уже выходим из парка, сейчас поищем место, где будем обедать. На выходе из парка ферия. Мы уже собираемся обедать, а некоторые только-только раскладываются, только приходят. Весь день начинается поздно. Это другая сторона улицы, здесь не так красиво, но все равно здесь сделали парк, тут попугаи и другие птицы. Что меня еще удивило, так это то, что в Буэнос-Айресе высаживают тутовник или шелковицу, хотя это не самое практичное городское решение, потому что плоды тутовника пачкают одежду или также прилипают к подошвам. Но здесь деревья маленькие, поэтому нормально. Вот это дерево тоже очень красивое, немного похоже на гранат. Мы пришли в заведение с хорошим рейтингом на Google картах. Также здесь можно взять настольные игры, поиграть, пока ждешь свой заказ.
вышли сейчас из заведения, где ели бургеры. На двоих счет вышел примерно $10, но не понравилась еда, какая-то странные бургеры. И картошку посыпали посыпкой такой, которую обычно сухарики или чипсы посыпают. Какая-то вообще ерунда. Короче, поели, но вообще не от души. Такие пальмы, как атмосферно. Это все Виша Креспи район. Заметили машину красивую, и начали работники этого предприятия кричать: сделайте фотографии, сделайте фотографии. Сейчас они, кстати, все стоят, там одевают футболки сборной Аргентины. Кажется, можно пройти. Вот даже показывают, откуда надо встать и сфоткать. Хочу ответить на вопрос. Я вижу ваши сообщения. Спрашивают в комментариях, почему мы не остались жить в Бразилии. Почему выбрали Аргентину? Ну, например, в Бразилии вот так открыто ходить с телефоном, как я сейчас хожу, снимаю, я бы точно не стала этого делать, потому что там прям чувствуешь на себе взгляды. Есть такие люди, которые разглядывают прям, что у тебя в руках, какая у тебя сумка. Как-то ты чувствуешь этот взгляд, что тебя хотят или ограбить, или еще что-то. Не знаю. Все время чувствуешь эту опасность. Очень много бездомных там. Дома вот так вот, чтобы как здесь просто двери. Ну да, есть решетки на окнах, но и то даже не на всех. А там, получается, везде укрепленные дома, колючая проволока или обязательно ток проведен. То есть абсолютно никакой безопасности ты там не чувствуешь. И, например, куда пойти гулять, если ты приехала в новый город, хочешь посмотреть, познакомиться с городом, ты идешь в центр, потому что все самое интересное там. И во многих латиноамериканских городах, вообще в Южной Америке, центр города самые стрёмные места. Там, вот, по крайней мере, в Бразилии очень много жило бездомных, очень сильно воняло, очень было неприятно находиться, небезопасно. И я знаю, что некоторые люди называют это там какой-то своей изюминкой, что там кого-то все это устраивает, но меня точно нет. В Аргентине вообще близко такого нет. По сравнению с Бразилией здесь нет бездомных, нет всяких неприятных личностей, намного спокойнее и безопаснее. Поэтому мы живем здесь. А в Бразилию очень классно путешествовать. Мы туда, возможно, еще когда-нибудь поедем, скорее всего, в следующем году. Вот. Но не более. Жить там точно нет. Обратила внимание на мозаику этого дома. Сам дом, конечно, немного ветхий, но вот эта мозаика очень красиво сделана. Ты реально ходишь по городу, как по музею. То одно встретишь, то другое. Мне очень нравится. Видео с нашего путешествия по Бразилии также есть у меня на канале, можете посмотреть. Но тогда я канал только начинала, и я не знаю почему, я подумала, что нужно рассказывать только хорошее, положительное, а не все как есть. Сейчас, я думаю, я по-другому рассказала. Очень сильно. Вообще ни разу не жалею, что мы не попали сегодня в центр города. Очень классно погуляли. Надеюсь, вам тоже понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все будет хорошо.